Что готовит старик? Скажите, пожалуйста, вы в детстве сказки Пушкина читали? А я однажды попал в такую сказку. Мне встретилась шамаханская царица. Я приехал в Азербайджан на конкурс десертов. И одна женщина преподносит мне блюдо. Я смотрю, голубцы с капустой. Да какая же это сладость! А она просит меня: попробуйте, попробуйте. Когда я смог оторваться от блюда и поднять глаза, передо мной стояла она, шамаханская царица. Ее глаза смеялись надо мной. Ей было не впервой очаровывать мужчин шамахинской долмой. В ее блюде было прекрасно все, начиная от молоденькой первой летней капусты. Чтобы вилок не соскальзывал с вилки, воткните в него 2 вилки, одну против другой. Пусть капуста поварится, пока листики не станут мягкими, податливыми. А мы тем временем займемся фаршем. Эх, вы бы знали, какая баранина в шамахе! Но если у вас нет шамахинской баранины, возьмите то мясо, которое у вас есть. Сойдет и обычная баранина, а попадется телятина, разве это будет плохо? Или даже хорошая молоденькая говядина. Самое главное, чтобы в мясе было достаточно жира. Правда, я не знаю, где вы возьмете каштаны. Каштаны чем-то напоминают мне одновременно и орехи, и картошку. Пожалуй, что однажды я ради эксперимента заменю каштаны, смешав равную пропорцию грецких орехов и молоденькой картошки. Но если это фарш мясной, то непременно нужен лук. Возьмите пару головок белого лука. Знаете, с капустой для голубцов есть один способ. Я поделюсь с вами секретом. Можно капусту уложить в целлофановый пакет и поставить в микроволновую печь на всю мощность. И капуста станет точно такой же мягкой, податливой, без присмотра. А я вожусь с капустой ради эстетического наслаждения. Мне нравится ее красота. Даже вот эти верхние грубые листики на самом деле напоминают мне полотно удивительно талантливого художника. Эх, жаль, что я не художник. Но я художник по мясным фаршам. Я знаю, что фарш следует солить несколько больше, чем мясо кусочками. И непременно немного черного перца для аппетитности. Рис. Опустите его в кипяток на минуту, на 2, чтобы он как бы раскрылся. Подготовьте его к тому, чтобы он впитывал в себя соки. И пиала правильно подготовленного риса способна впитать в себя еще одну пиалу мясного сока. А еще очень важно заранее позаботиться об аромате от блюда. Дело в том, что ароматы растворяются преимущественно в жирах, например, в топленом масле. Вот смажьте дно неглубокого сотейника либо широкой кастрюли маслом, и аромат листиков, капустных листиков, сохранится. Дойдет до едоков. Скажите, ну а теперь до вас дошло, зачем я сохранял верхние грубые листики капусты? Ведь не придумать подкладки под голубцы лучше, чем, собственно говоря, сами листья капусты. И запах они дадут дополнительный, и кислинку они дадут дополнительно. Чем больше аромата, чем больше вкусов в блюде, тем лучше оно приготовлено.
Если какие-то из листиков капусты начнут трескаться, не захотят отрываться от вилка, ну, поварите вилок капусты еще 5 минут в той самой воде. Плотные прожилки на листьях обстучите молоточком, чтобы на них появилось много-много мелких трещинок. Тогда во время сворачивания голубца не появится одна большая, которая весь лист и испортит. Знаете, пахнет уже очень вкусно. А все, что вкусно пахнет, неплохо бы слегка посолить. Да, у нас фарш уже вполне соленый, но листики-то пресные. Укладывайте внутрь каждого листика по такой доброй, хорошей котлете из фарша и заворачивайте. Листик сам подскажет, как ему свернуться лучше, как ему будет лежать удобнее. Мне кажется, я догадываюсь, откуда в русском языке появилось название голубцы, а не долма в капустных листьях. Ну, полюбуйтесь на него. Красавчик, голубчик! Какие такие жареные голуби! Какие такие рябчики с ананасом! Долма, голубчик в капустных листьях. Все очень просто, все очень мило, и при этом все очень красиво. Вы понимаете, почему художники эпохи Возрождения рисовали преимущественно женщин и еду? Потому что это предметы равноценные. Это продолжение жизни. Это смысл жизни. Да, попробовать, изведать, какова эта жизнь на вкус. Например, вы пробовали когда-нибудь голубцы с айвой? Ну да, конечно, можно подложить для нажористости вокруг голубцов обычную картошку. Но способно ли ваше воображение нарисовать шамаханскую царицу с клубнями картошки в руках? Нет, конечно. А вот с айвой, пожалуй, что да. С айвой, а еще с грушами. Да-да, погодите, здесь кроме айвы будут еще и груши. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась
только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады. Перейдем, однако, от сказок к науке, кулинарной науке. Айва, как и яблоки, содержит в себе довольно много пектина. И этот пектин загустит будущий соус. Какой это будет соус, мы поговорим несколько позднее. А сейчас надо груши подготовить, очистить их. Вот, казалось бы, довольно плотную айву мы не чистили, а груши я очищаю. Дело в том, что груша переносит приготовление гораздо лучше, чем айва. Особенно, если она готовится в специально подготовленном соусе. В странах с развитой кулинарной культурой, я имею в виду, например, Францию и Азербайджан, эти свойства груши известны давным-давно. Во Франции готовят даже десерт – груша в вине. В азербайджанской кухне вино практически не применяется. Но кто мешает нам развести в бокале воды, сначала немного соли, потом добавить туда немного уксуса, а следом еще и сахар. Получится жидкость по своим кулинарным свойствам, аналогичная вину. Точно так же поступили бы и китайские повара. А самое главное, что этот маринад, этот рассол можно попробовать, можно отрегулировать его и кислинку, и сладость, и выправить на соль. И соленость, и кислота, и сладость должны быть чуть сильнее, чем мы ожидаем от готового блюда. Понимаете? Ведь маринад поделится своими свойствами с окружающими продуктами. Вот теперь, пожалуй, что хорошо. Можно заливать маринадом голубцы, извиняюсь, шимахинскую долму. Если чуточку не покроет, не беда, мы придавим тарелочкой, а на тарелочку поставим груз. Капуста, мясной фарш, все начнет выделять свои соки, да еще и голубцы прижмутся, и соки еще на поверхность выступят. Их будет более чем достаточно. Для долмы, которую я хочу назвать шимаханской царицей, у меня блюдо есть особое, с изображением как бы той самой царицы. Кто доест до конца, полюбуется. А уж то, что эту долму съедят до конца, я уверен абсолютно. Потому что у меня в запасе есть еще несколько секретов. Погодите, именно сейчас все самое интересное и начинается. Во-первых, такое блюдо следует выкладывать красиво. Я выложу его 9-конечной звездой, а между голубцов уложу дольки груши, дольки айвы. Мне кажется, будет прекрасно. Полюбуйтесь, как все приготовилось. Ничего не разварилось, ничего не разваливается. Я готовил долму 45 минут.
Осталось только полить ее восхитительным соусом. И знаете, ведь у той женщины, у шамаханской царицы, которую мне посчастливилось встретить на кулинарном конкурсе в Азербайджане, долма была посыпана сахарным песком. Я очень удивился такому решению, но решил пойти еще дальше. А что, если полить долму не сметаной, не катыком, мацони, а малиновым сиропом? Ибо мы рождены, чтобы сказку сделать былью, чтобы сказочные блюда появились и на нашем столе. Все, что для этого необходимо – труд, но труд очень приятный, труд, от которого получаешь удовольствие. А помимо труда необходима любовь. Любовь к тому человеку, для которого ты готовишь, для которого ты снимаешь свою кулинарную программу. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот, будь смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.